Как быстро проверить термостат, даже не открывая капот? На самом деле сделать это очень просто, и для этого достаточно иметь хоть какой-то адаптер, либо сканер. Подойдет даже самый дешевый, самый обычный ELM327. Знаю, что многие для проверки термостата сначала его демонтируют с мотора, а затем погружают его в горячую воду и наблюдают за его работоспособностью. На самом деле это все очень долго, очень трудозатратно и не так точно, как при способе, который я вам сейчас покажу. Поэтому гораздо проще приобрести самый дешевый сканер, самый дешевый адаптер или хотя бы попросить его у соседа. Сейчас он есть у каждого второго автолюбителя. Я буду показывать в программе Chevrolet Explorer, но проверка абсолютно аналогична во всех диагностических программах. Просто в этой программе вам будет видно более наглядно. Подключаемся к диагностическому разъему автомобиля и запускаем программу. В программе нам необходимо вывести всего лишь один показатель. Это температура охлаждающей жидкости. Но для наглядности я вам еще вывел обороты двигателя и скорость автомобиля. Сначала необходимо определиться с очень важными вещами. Я буду показывать на примере автомобиля Chevrolet Lachetti с двигателем 1.6 и с установленным термостатом на 87 градусов. То есть для более точной проверки вам необходимо знать марку вашего автомобиля, где установлен датчик температуры, где установлен термостат и на какую температуру рассчитан этот, собственно, термостат. Сейчас уточню, зачем это нужно. Для примера все тот же автомобиль Chevrolet Lachetti, на который могут быть установлены два вида термостата на 87 градусов и на 92 градуса. Поэтому абсолютные цифры температуры будут немного отличаться, но сама динамика изменения температуры будет аналогичной. Также на этом автомобиле датчик температуры и термостат расположены по разные стороны двигателя. Поэтому в одну и ту же единицу времени температура охлаждающей жидкости возле датчика температуры будет немного отличаться от температуры охлаждающей жидкости, которая в районе термостата. И разница эта составляет обычно 4-5 градусов. Если же на вашем автомобиле датчик температуры установлен непосредственно возле термостата, либо в самом термостате, тогда у вас эта разница температуры будет минимальной, либо ее вообще не будет. Поэтому это важно учитывать. Ну а дальше должно быть все точно так же, как я вам сейчас покажу. Как мы видим, температура охлаждающей жидкости у нас 11 градусов. Двигатель у нас остановлен. Здесь у нас происходит запуск мотора. И охлаждающая жидкость начинает постепенно прогреваться. Ее прогрев должен быть постепенным и изменяться только в сторону повышения температуры. То есть у нас сейчас 11 градусов, и следующая температура у нас уже будет 12 градусов, затем 13 градусов и так далее, до достижения рабочей температуры мотора. Рабочая температура, еще раз напомню, зависит от установленного термостата. Как мы видим, температура плавно повышается. Автомобиль начал движение. То есть, еще раз повторю, не должно быть перескоков. Например, у вас было 58 градусов, и затем сразу стало 72. Либо еще хуже, если у вас было 58 градусов, и следующая температура у вас, допустим, стала 49. Такого быть не должно. В данном случае явные проблемы либо с термостатом, либо с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Как выяснить, в чем именно причина, смотрите вот в этом видео. Там я тоже наглядно показал, как проявляются неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости и как их можно легко отличить от неисправности термостата. В общем, идем дальше. Двигатель должен прогреться до рабочей температуры. Как мы видим, в данный момент мотор вышел на рабочую температуру. Так как у нас установлен термостат на 87 градусов, и на данном автомобиле, еще раз повторюсь, датчик температуры установлен с другой стороны мотора, то разница между ними составляет 4-5 градусов. То есть рабочая температура на данном автомобиле с термостатом 87 градусов составляет 83 градуса. Это адекватная рабочая температура на данном автомобиле с данным термостатом. И в данный момент времени у нас должен открыться этот самый термостат, и температура должна постепенно начать снижаться. Как мы видим, вот произошло открытие термостата, и температура постепенно снижается. Температура должна снизиться примерно на 5-7 градусов, и затем термостат должен снова закрыться. Как мы видим, температура у нас снизилась до 77 градусов, что является вполне нормальным. Она снизилась на 6 градусов, и термостат у нас закрылся, потому что температура начала снова повышаться. И так будет происходить, пока снова не откроется термостат. Как мы видим, температура поднялась до 82 градусов.
снова открылся термостат и температура начала снижаться. И такой процесс должен происходить постоянно, пока работает мотор. Если у вас точно такая же ситуация, значит с вашим термостатом 100% все в порядке. И нет никакой необходимости его проверять, демонтировать, погружать в горячую воду, замерять температуру и тратить время на прочие трудоемкие процессы. Надеюсь, видео было вам полезным, а если вы хотите посмотреть, как ведет себя неисправный термостат и как это можно проверить все такой же диагностикой, тогда смотрите вот это видео.